Дорогие девушки, женщины, здравствуйте! И вслед уходящему лету и навстречу бабьему лету я предлагаю погадать на любовь. Гадание простое. В пионерском лагере все это проходили когда-то. Гадание на 4 королей. Можете загадать сюда вашего мужа, жениха, начальника, незнакомца, какого-то героя из интернета, с которым вы переписываетесь. Можете вашего бывшего или потенциального будущего. Это все не имеет значения. А для нас, а что имеет значение? Я думаю, только лишь привязка к масти. Смотрите, какие карты я выбрала. Это Таро цветов. Никаких портретов, а значит никаких ассоциаций. Не можете вы сказать, что там, например, какой-то ваш герой не похож на короля жезлов, потому что ваш брюнет, а этот рыжий. Нет, никаких портретов здесь нет. Только цветы, названия цветов, ну и, соответственно, вот король жезлов, король пентаклей, король кубков, король мечей. Немножко про них расскажу. Король жезлов самый страстный, самый активный, считается самым привлекательным. Такой, знаете, обжигающий, готовый всегда за собой куда-то позвать. Король пентаклей самый богатый, но не только. В основном он самый верный, самый хозяйственный, постоянный и вообще такой портрет хорошего мужа. Король кубков самый романтический, может стихи читать, может под луной гулять, водить. В целом король кубков – это либо мужчина, про которого вы уже знаете, что он в вас влюблен, либо это действительно такой романтический герой. То есть мужчина с достаточно мягким характером, который не боится говорить о чувствах, показывать их и так далее. И король мечей просто самый умный, может быть, лучше других образован в каком-то университете, вовремя получил престижную специальность, теперь везде на расхват. Еще раз, да, самый страстный, то есть, или самый, ну, давайте даже скажем, красивый, может быть, да, потому что король жезлов, страстность, огненность, вот это все, это как раз признаки, атрибута привлекательности. Самый красивый, самый богатый, самый романтичный, самый умный. Ну, вот так легко можно поделить. Кстати, король мечей – это карта начальника, король пентаклей – карта мужа. Это если вот по ролям социальным вам нужны какие-то подсказки, как разложить. Про мужа тут, про начальника здесь, про тайного поклонника тут, наверное. Ну, а король жезлов, это, знаете, это сюда любой подходит, вернее, хотелось бы, да, чтобы подходил. А название цветов есть. Божур или пион – это король жезлов. Мы здесь можем только ассоциативные какие-то ряды делать с цветами, с названиями цветов, это потому что это Таро цветов. Только младшие арканы здесь, старшие отдельно, но это тоже отдельно. Эдельвейс, редкий цветок. Это король пентаклей. Ирис – это король чаш. И неизвестный мне цветок, но вот здесь подписано Колуна. Это король мечей. Что-то вам, о чем-то вам эти названия говорят, куда-то вас уводят ваши грезы. Итак, 4. Справедливый вопрос у вас может быть, если нет 4, если вот, ну, как бы не набираются у вас на данный момент в жизни 4 мужчины, которые вам интересны, и которые к вам проявляют интерес. Вот. Ничего страшного, загадайте одного на одну карту, загадайте какого-то одного героя, и, соответственно, все остальные либо их пропускайте, либо это будут неизвестные, например, новые отношения. Ну, в общем, мистер Икс. И сначала все-таки хочу немножко подмешать. Чего подмешать? Старших арканов. Давайте про каждого короля пусть нам расскажут карты что-то особенное, что-то интересное. А я так понимаю, что вы уже успели здесь их распределить. Они у вас все с именами и фамилиями. Это не гадание по вариантам, я повторяю, потому что вполне возможно, что вы здесь про каждого из 4 что-то очень подходящее, надеюсь, важное узнаете. Так, старшие арканы нам говорят, ну такое. Про короля жезлов. Кем бы он для вас ни был, карты говорят, глупак. Ну, дурак, иными словами. То есть
либо человек делает глупости, сейчас очевидные, например, в отношении вас, да, либо человек, в принципе, часто, ну, скажем так, ошибается в этой жизни, ходит не теми дорогами, сворачивает не туда, делает какой-то очень парадоксальный или странный выбор. Кстати, вот характерно такое сочетание огненного короля жезлов с картой шут. Такое сочетание характерно, знаете, для кого? Например, для мужчины, у которого солнце в огненном знаке, а Меркурий или Венера, или Луна даже, а может и все трое, в водном знаке. Вот тогда такой диссонанс родится. Но обратите внимание, что-то с ним в определенном смысле, что-то с вашим королем жезлов не так. Или, знаете, шут – это дорога. Это может быть у него сейчас напрасная дорога. То есть человек, который уехал, куда его не звали, или поехал, куда резкое движение какое-то совершил в жизни. Далее, про короля Пентаклей. Какие у нас будут сообщения, пояснения? Это я все вообще-то продолжаю, чтобы вы выбирали. Здесь какие-то. Так, король Пентаклей вполне оправдывает, в общем-то, свою масть. Карта Жрец выпадает. Мудрый, спокойный человек, справедливый, добродетельный, несколько холодноватый и такой назидающий. Может быть, даже это про ваши отношения карта, то есть отношения у вас платонические. Но в целом можно и нужно доверять. Ну, только если не боитесь нравоучений бесконечных. Король кубков у нас это вообще император, посмотрите. То есть человек, который совмещает у нас романтическое сердце, мягкое, в общем, доброе какое-то сердце, совмещает с высокой должностью, с завидным социальным положением, может думать. То есть и сердце работает у него, и, ну, видимо, и руки, и голова. Император тоже отсылка к вам. Подсказка для вас. Император, как правило, в гаданиях это мужчина лучший на данном этапе жизни. Вот кто для вас из загаданных этих четырех кажется вот лучшим? С кем бы вы, ну, скажем так, пошли на край света дальше, чем с другими? Император, конечно, хорош. А вот король мечей тоже, в общем, оправдывает. Конфликтный, немножко разрушительный, может быть, довольно бестактным. За счет этого, кстати, привлекательный. Но карта башня рядом с ним. Это либо карта говорит, что категорически между вами ничего невозможно. То есть тут можно даже не спрашивать, не продолжать. Все кончилось, разрушилось, разметалось. Не знаю, вы этого захотели или это он, или просто не судьба. Но, а также башня говорит о, например, трудном периоде в его жизни. То есть это человек, который вот сейчас, когда мы гадаем, карты могут же такое тоже увидеть. Человек этот теряет работу, например, или теряет бизнес, или место жительства, ему приходится бежать. Например, как-то переезжать внезапно, может быть, разводиться даже. Ну, все, с портретами мы определились, и теперь гадание. Я думаю, что оно будет короткое и емкое, такое вот содержательное, поэтому я не буду здесь убирать, что называется, лишние карты. Мы начинаем. Первый. Король жезлов. Привлекательный цветок. Пион. Мне кажется, пион называют королем цветов. Правда или я ошибаюсь? Роза – это как бы королева, да? Пион мужского рода – это король. Действительно, цветы эти потрясающие. И, как правило, вот эти огненные мужчины. Кстати, вы могли уже догадаться, что ваших героев можно также распределить по принадлежности к стихии. Огонь, земля, вода, воздух. По рождению, по солнечному знаку. Кто-то так сделал? Почему-то я забыла об этом напомнить. Итак, что мы видим у вас с огненным королем? Ну, очень много самолюбия, очень такой
знаете, такой эгоистичной воли в отношении его к вам. Ну, в основном это про него, конечно же. То есть этот человек скорее склонен хвастаться вами, гордиться, что-то завоевательное, что-то такое в вас он видит. Больше ценность не вы даже представляете для него, а победа. Королева Пентаклей. Чужая жена, что ли? Вот это, знаете, здесь эти всего лишь 4 карты, но они очень-очень своеобразную историю описывают. Знаете, как будто бы это как молодой повеса ухаживает и довольно активно за замужней женщиной. За женщиной, чье, ну если не сердце, то хотя бы рука отдана кому-то другому. Королева Пентаклей. И в другом случае можем немножко здесь развернуть. Это может быть просто женатый мужчина. Королева Пентаклей – это указание на другую женщину. Женщина с правами требования, то есть жена, законная или гражданская. Но ему это не мешает чувствовать себя плейбоем, чувствовать себя холостым и пускаться регулярно во все тяжкие. Что между вами? Пока вот так. Его желание вас завоевать, просто как инстинкт мужской, мужчины хотят все время что-то завоевывать. Они для этого просыпаются каждое утро, ну, в норме, когда здоровы. А может быть, его привлекает как раз ваша вот недоступность, потому что вы с другим человеком. Так, это тоже, опять же, не секрет, что замужние женщины просто в десятки раз больше имеют популярности, чем незамужние. Но вот так вот. Не будем сейчас с этим разбираться. 4 мечей. В общем, между вами заборы препятствий. И дотянуться друг для друга, какой-то понятный, многообещающий роман сделать довольно сложно, потому что есть технические препятствия, буквально в виде времени, пространства, расстояния какие-то между вами, какие-то, ну, в общем, моря и горы. Но, в принципе, это все преодолимо. Точно так же это может быть, опять же, если герой по переписке, то 4 мечей, да, это переписка без личных встреч. Переписка, которая, может быть, и не предполагает физическую встречу вашу. Ну, я не скажу, что карты эти совсем уж плохие. Что-то довольно быстро и в лучшую сторону для вас будет меняться. Можете на это рассчитывать. То есть обстоятельства скорее помогают вашему роману. А 8 жезлов просто везучая, счастливая карта. Это и радость, и восторг от общения, от той же, кстати, встречи, которую никто не ждал. Не самые романтические карты, то есть такого-то прям законченного романа я не вижу, но и нет и драмы. То есть если вам нужен такой совет, связываться с ним или нет, связывать ли с ним свою судьбу или нет, тратит ли на этого человека свое время или нет, верить ему или нет, вот такие, если есть вопросы, то я отвечу вам в том же духе. А почему бы и нет? Потому что, в общем-то, ярко, живо, без потерь, каких-то затрат эмоциональных или опасностей, ну, знаете, привязаться, впасть в любовную тоску, зависимость или с кем-то поссориться, здесь ничего такого вот нету. Да, в присутствии какой-то другой женщины или в присутствии, скажем так, посторонних брачных обязательств все это происходит. 7 чаш, давайте это будет у нас здесь финальная карта. В общем-то, она ничего не закрывает. Открытый, знаете, это как кино с таким вот открытым финалом. А дальше зритель должен сам додумать какую-то историю. В общем, мы не упираемся в потолок, то есть карты не говорят, нет, между вами ничего не будет. Но мы не предсказываем вам крутого совместного будущего. 7 чаш, фантазии, иллюзии, самообманы, какой-то постоянный выбор, который вроде бы надо сделать, а он никак не делается. Но все равно карта, знаете, иллюзия, любовь – это вообще тема-то очень-очень иллюзорная. Поэтому романтика, которая, я скажу так, что с королем жезлов вполне себе у вас есть и может быть такая романтика, которая вот как брошка на хорошем пиджаке. Просто
ну, просто украшает. Она его не делает, сам пиджак, то есть вашу жизнь лучше, дороже, там, состоятельнее. Вот. Но украшает. Это как такое, ну да, как развлекательный роман. Скорее так. Далее у нас король Пентаклей. Король Пентаклей. Сам по себе портрет посерьезнее вышел. Ну, может быть, карты такие же будут. Не обязательно одинаковое количество карт на каждом, потому что я сама должна, наверное, думать и чувствовать, когда мне освободиться. Видите, человек очень стабильный, спокойный, рассудительный, даже холодноватый в любви, не романтичный, в общем-то, такой страстей не ищет. Но к вам вот именно активный, инициативный, и страсть есть, и как будто он и масть какую-то, как будто бы меняет. Знаете, рыцарь жезлов, это тоже и намек на какое-то третье лицо, на другого мужчину. Но все равно видно, что этот герой, который вы загадали на короля Пентаклей, торопится что-то сделать в отношении вас. Вы знаете, как тоже часто девушки спрашивают, и много гаданий на эту тему, что он выберет, что он решил, что он будет делать по отношению ко мне. Так вот, что пока непонятно, но понятно, что он будет делать. А это ведь уже прекрасно, да? Правда? Как-то торопится, ну, одержим страстью, может быть. Угу. Новости. Очень живая между вами история, живая именно на словах. Опять же, не могу тут совместную жизнь обещать или даже свидание, но паш мечей – это информация, письма, телеграммы, сообщения, какие-то очень неоднозначные звонки, призывы. И тоже карта вот эта активная, это неожиданности идут, то есть вам скоро предстоит узнать от этого человека что-то новое или об этом человеке что-то новое. Очень активный обмен словами. Впрочем, не обязательно это хорошие слова. Не обязательно вы друг друга тут идеально как-то понимаете. Совсем даже. Но, тем не менее. Дальше. Видите ли, здесь у нас жезлы появляются. Мечи проявляются, потом десятка жезлов здесь. Этот человек, вы с этим человеком связаны или будете связаны делами, работой или бизнесом. Видите, какая-то ответственность, какая-то нагрузка, может быть, общая одна на двоих вас ждет. И отношения вот именно из-за этого, из-за того, что они не только любовные, романтические, можно даже назвать какими-то трудными. Это честь для него быть с вами или добиться вашего внимания. Но это и определенное какое-то напряжение для вас. Для вас. Десятка жезлов, знаете, вот в личных частных гаданиях она часто говорит, что для достижения цели, любой, даже и романтической, тоже надо стараться. Надо будет постараться даже сильно и вылезти из кожи вон. Мужчина старается, чтобы привлечь ваше внимание или оставить вас рядом с собой. Но если он вам интересен, вы тоже что-то должны делать, чем-то пожертвовать, что-то принять, да? Принять встречные обязательства, давайте так скажем. Тройка мечей. Легкий намек на такое вот разбитое сердце. Цельной истории, увы, нету. Есть какая-то производственная, профессиональная тема, есть общие дела. Здесь есть, может быть, гордость друг другом и желание общаться и разговаривать. Появляется тройка мечей. Как напоминание о прошлых трудностях, проблемах. И тройка мечей – это, конечно, тройка мечей. Это, конечно, совет, в первую очередь, для вас. Простите этому человеку старые прегрешения. Не обижайтесь за то, что давно пора забыть. То есть весь ваш такой осадочек, какой-то негатив, его всегда полно. В чем-то вас этот человек, ну, наверняка уже успел разочаровать. Вот это все давно пора забыть. Сейчас новая страница вашей истории, может быть, какая-то даже перезагрузка произошла. Поэтому и смотреть на него нужно тоже
другими какими-то глазами. Это мы все про короля Пентаклей для вас говорим. Эдельвейс. Эдельвейс. Вот бы имена такие были. И финальная карта здесь будет двойка Пентаклей. Ваш выбор, ваш ход. Да. То есть карты не закрывают дорогу. С этим человеком у вас действительно может быть что-то или может быть многое. Главное — относиться легко к этой истории, потому что она абсолютно не перегружена эмоциями, даже не догружена, даже вот какая-то, ну вот недостаток по эмоциям. Видите, у нас жезлы с мечами все выпадают, жезлы с мечами, то есть это мозги, слова, разговоры, дела, но нет вот чувственной какой-то части. А двойка Пентаклей — это такая развилочка, перекресток, на котором вы стоите и выбираете, куда вам шагнуть дальше. Например, это вы можете выбирать оставаться коллегами с этим человеком или затеять с ним роман, или остаться друзьями, или уже выйти из френд-зоны навстречу друг другу, раскрыть объятия. Да. Все возможно. Так резюмирует двойка Пентаклей. Все возможно между вами и довольно скоро. Далее король кубков, Ирис. Видите, здесь очень понятно, почему так назвали, да, король чаш. И у него вот это вот бутон у Ириса очень похож ведь на чашу. Но император, как ни крути, важный человек в вашей жизни. Важный по разным причинам. Роль его большая. И сам по себе, в общем, достаточно хорош. То есть не зря спросили, что называется. Это такой человек, на которого, ну, можно и погадать. Почему бы и не погадать? Хорош со всех сторон. Хорош без. Итак, что карты нам расскажут про него, или скорее, что у вас будет с ним? Так, пятерка Пентаклей, первая карта. Вас многое связывает с этим человеком. Прям вот многое связывает, и вы друг другу нужны. По разным причинам. Эта связь может быть как такая немножко драматическая, то есть вам вдвоем приходится противостоять, ну чему? Агрессии конкурентов, например, если вы вместе там работаете или бизнес имеете, или противостоять семье, которая против вашего союза или против вашего брака. В общем, есть неблагоприятные, говорит пятерка Пентаклей, внешние обстоятельства, которые вас связывают, вот, что называется, сковывают одной цепью. И здесь про любовь как таковую, в общем-то, речь уже и не идет, она отходит на второй план. Этот человек не обойдется без вас по каким-то причинам, а вы не обойдетесь без него. Это может касаться и заработков, например. То есть вы без него не заработаете, а он без вас. Ну, это такая материальная интерпретация. Но вообще привязанность большая. По пятерке Пентаклей люди друг другу вынужденно, но все-таки очень сильно доверяют. И по пятерке Пентаклей люди друг другу возвращаются, не найдя, например, после расставания, не найдя тепла в другом месте, не найдя какой-то альтернативной любви, гавани, да, и люди возвращаются. Так себе звучит, но тем не менее, все равно люди в древности, знаете, когда придумывали значение карт Таро, они на все, особенно на любовь, сильно по-другому смотрели. Это для нас сейчас вот это вот вынужденная связанность, привязанность, это не очень. А тогда эту карту назначили очень хорошей на любовь. Она говорит так: он от вас, в общем, никуда не денется. Вот так. Так, паж жезлов. Активная карта, активная переписка, сообщения, слова, общение между вами. Кстати, не любовно. Вот смотрите, сам герой самого этого короля кубков мы выбрали такого романтического. Хотя, может быть, вы просто вспомнили, кто он по зодиаку, по солнцу, да, может, если он там рак, скорпион или рыбы, вот он у вас поэтому и такой король кубков. Но на самом деле продолжение истории не уводит нас вот именно в романтические дебри. Дальше кубков нету. То есть вот он
романтический, но он с этой своей романтичностью остается внутри себя. Опять же, туз жезлов. Вас ждут паж жезлов, потом подряд туз жезлов. Вас ждут какие-то общие дела, совместные дела, совместный проект. Например, если вы сюда какого-то начальника или бизнес-партнера загадали, то вообще понятно. Это общая идея, общее какое-то движение к цели, общее движение вперед. То еще туз жезлов сообщает в вашей истории с этим мужчиной крайнюю страсть. Но опять же, не любовь. Это немножко все-таки разные вещи. Страсть, туз жезлов, главная карта мужской силы в колоде Таро. То есть этот человек будет страстно вас добиваться, например, может писать какие-то страстные, настойчивые письма или очень, как бы это сказать, очень активно может приглашать вас в отношения, приглашать вас на свидание. Туз жезлов, но активная карта. Куда же без нее? Злодейка, соперница здесь есть, королева мечей. Что это за цветок? Стрелиция. Посмотрите, какой-то хищного вида цветок. И хищницу женщину предлагает. То есть вся эта история. Сейчас, я думаю, вот именно сейчас, когда вы смотрите это гадание, вот этой злодейки, соперницы нету. Она все-таки попозже. Или она есть, но вы про нее не знаете. В любом случае, для вас, мы же все здесь на все смотрим вашими глазами, для вас вот эта злодейка, соперница появится немножко позже. И это насколько раз... Она, кстати, из вашего, опять-таки, коллектива. Вот видите, десятка чаш здесь есть. Хорошая карта, она у нас завершает вот именно гадание на короля кубков. И это люди, вот в вашем случае это люди. И общность людей, компания друзей, трудовой коллектив, который почему-то такой вот сплоченный, как семья. Десятка чаш, карта очень изобильная, она говорит, что с этим лицом, с этим мужчиной, которого вы загадали на короля кубков, у вас возможно что угодно, возможно все. Но не забывайте о том, что с таким же успехом у него, наверное, возможно, это и с кем-то еще. Портрет одной соперницы мы видим, но десятка кубков говорит, что этим история может даже не исчерпываться. Вот так вот. И у нас остался король мечей. Ну, король мечей, вы знаете, да, это такой образ вот просто умного человека, которого хочется слушать и слушать, от которого не какие-то сентенции, прописные истины исходят, а это человек, который действительно раскрывает глаза на мир. Интересно, что соответствие карты масти и стихии тоже это подтверждает, то есть, потому что это воздух. А люди, именно воздушные, близнецы, весы и водолеи, действительно самые умные, самыми быстрыми, даже спешащими, самыми быстрыми, скорее быстрыми мозгами. И языками тоже, безусловно. Поэтому король мечей часто острый на язык человек, с которым трудно из-за этого находиться. Но видите, что старший аркан-то башня пошел у нас. То есть он, в общем, и перекрывает. Если бы вот мы, например, если бы я гадала себе, да, вот, или кому-то в частном, приватном порядке, я бы, увидев башню, сказала, знаете что, ну, наверное, не надо. По крайней мере, не теперь на этого человека гадать, потому что башня, это, знаете, все развалилось и обломками завалило вход в пещеру. Вот. Но здесь общее гадание, поэтому мы все-таки прав таких не имеем, и мы, конечно же, продолжим, но имейте в виду, башня это действительно всегда препятствие какое-то. О, еще и восьмерка кубков здесь. Ну, прямо зря карты говорят. Вот вы прям даже вот зря чего-то ждете с этим человеком. Вот этот вот король мечей, несмотря на то, что, наверное, он вас привлекает, потому что мощью интеллекта своего или утонченной внешностью, потому что у воздушных именно людей бывает такая утонченная внешность, какая-то очень эстетически притягательная. Вот. Но восьмерка кубков говорит, что нет, это скорее карта ухода, вернее, вообще это карта ухода. То есть все ваши планы, связанные с этим человеком,
не пойдут, не могут оправдаться, вам нужно от них отказаться. И это будет... Чем раньше отказываетесь от притязаний на этого мужчину, тем лучше. Вы бросите как чемодан без ручки, выдохните, вам станет легче, ваш путь в личной жизни расчистится и так далее и тому подобное. То есть до бесконечности я могу вам нахваливать такой сценарий, когда вы из своей головы, из своего сердца этого человека исключаете, вычеркиваете. Но видите, не думаю, что дальше нужно доставать карты, потому что, видите, какого-то проблеска оптимистического нету. Башня, 8 чаш. Это все карта грустных прощаний. Может, и было что-то, а может, и могло бы быть, но не сложились обстоятельства. Может быть, просто объективные причины. Может быть, воздействие других лиц. Это сейчас не важно. Но пути вперед какого-то вот такого явного, конструктивного с этим человеком нету. Переключитесь, пожалуйста, на других. Благо, другие есть, вон их сколько. Спасибо.